Мотор, камера, мотор. Я сейчас быстро прочитаю и буду пересказывать. Друзья, привет! Мы с вами снова на канале Легко не будет. Здесь я делюсь с вами лайфхаками и своим опытом и отвечаю на частые вопросы, которые вы мне задаете в телеграм-канале. Сегодня мы обсуждаем очень интересную тему про портрет сотрудника. Ведь все мы знаем, что в последние несколько лет, много лет, рынок стал рынком кандидата. Это значит, что нам становится все сложнее найти подходящих людей, а кадры решают все. И мы очень часто в погоне за хорошими техническими скиллами, hard skills, то, что называется, упускаем пункт про soft skills, то есть упускаем как бы соответствие человека определенным нашим внутренним ценностям или ценностям компании. И на выходе получаем в лучшем случае то, что коллектив просто отторгает человека, а в худшем случае, что человек с другими отличными ценностями от ценностей вашей компании начинает либо отравлять коллектив, либо заражать какими-то плохими вещами, типа нытьем, ну и так далее. И это просто контролировать, когда у вас компания небольшая, 20-30 человек, когда вы ежедневно со всеми видитесь, когда вы знаете, у кого когда день рождения, как кто, в общем, реагирует, можете делать камерные какие-то мероприятия, ивенты, тимбилдинги и так далее, и так далее. Но по мере роста компании, когда у вас вы растете достаточно интенсивно, и вы не успеваете не то что всех собеседовать, а уже даже по именам не знаете. Мы с этим, кстати, столкнулись где-то лет 7-8 назад в одной из моих компаний, когда мы супер интенсивно росли, и я в какой-то момент понял, что уже всех сотрудников по именам не знаю. Вы кто такие? И в этот момент, на самом деле, я задумался о том, что как же мы теперь будем проверять, соответствует ли этот человек нашим ценностям, не испортится ли коллектив и, в общем, все ли у нас будет хорошо. И когда мы об этом задумались, мы начали анализировать, как решить эту задачу, и одно из классных решений – это составление портрета сотрудника, то есть описание неких софт-скиллов, которым должен соответствовать ваш сотрудник, которого вы принимаете, для того, чтобы он классно влился в коллектив и долгосрочно соответствовал ценностям вашей компании. Итак, как составить портрет сотрудника? На самом деле это очень простая механика, которую вы можете сделать буквально за несколько дней. Первое, это вам нужно сделать опрос в коллективе о том, с чем ассоциируются члены команды у каждого сотрудника, чтобы он просто набросал список критериев, которые, открытость, честность, проактивность и так далее, просто делаем большой список. В этом списке надо попробовать сформулировать какие-то критерии, которые у всех мэчатся, топ-5, топ-7 критериев, которые наиболее часто заявляют. Второй пункт, неочевидный, но очень важный. Вам нужно выбрать людей в коллективе, которые, по вашему мнению, наиболее соответствуют описанию по софт-скиллам идеального сотрудника, то есть который, участвует в мероприятиях, поддерживает коллег, открытые и так далее, и так далее. Вот какой, по вашему мнению, наиболее соответствующие этим критериям. Третий пункт – это систематизировать этот список и вручить его вашим рекрутерам. То есть, когда человек будет собеседовать новых соискателей, он должен смотреть и в идеале ставить плюсы и минусы или по какой-то шкале оценивать, насколько он соответствует. Еще такой лайфхак я могу посоветовать. Это когда люди, которых вы выбрали в пункте номер 2, которые соответствуют наилучшим образом вашим критериям по софт-скиллам и ценностям компании, вы их просто добавляете на собеседование, и они тоже иногда принимают участие в собеседовании и в выявлении кандидатов, которые соответствуют вашему профилю портрета сотрудников. Yes? Теперь что? Теперь поделюсь с вами нашим списком портрета сотрудников и тем софт-скиллам,
на которые мы обращаем внимание больше всего. Первый пункт — это умение брать ответственность на себя. На самом деле это очень важный навык, который отличает человека зрелого от человека незрелого и отличает людей, которые как бы способны расти, которые будут делать вашу компанию сильнее, от тех, кто наоборот будет забирать на себя внимание и создавать больше хаоса и больше вопросов. К примеру, можно спросить у человека, чтобы он привел пример, что у него шло не так на каком-то из проектов и как он это решал. Исходя из того, насколько проактивной будет его позиция в ответе на этот вопрос, и исходя из того, насколько больше деталей он объяснит, можно будет понять, насколько, когда что-то пойдет не так, он будет прибегать и перекладывать ответственность или прибегать к помощи своих коллег. Это ты! Ты! Или наоборот стараться проактивно искать решения. Второй пункт — это внимательность к деталям. Мы все понимаем, что сегодня... Ничего я не понимаю, что такое внимательность к деталям. Когда ты работаешь с клиентами, то тебе очень важно делать работу, которую потом не придется переделывать, да? не допускать баги, если ты программист и так далее. То есть, если ты внимателен к деталям, то тебе и с клиентами будет интересно работать, и ты будешь давать максимальную ценность, и в продукте ты будешь замечать какие-то вещи, которые можно улучшать, и тем самым давать большую ценность команде, коллективу и продукту. Класс. Да. Классный пример или классный вопрос, который можно задать, это можно спросить у человека, по каким критериям он оценивает качество ресторана. И вот чем больше пунктов человек способен сформулировать и он назовет вам, тем, наверное, он будет более внимательный к деталям и более скрупулезно подходить к своей работе. Погнали? Пункт номер 3 — это сообразительность. Ну, согласитесь, все мы хотим работать с сообразительными коллегами, которые в случае, если что-то пойдет не так, будут пытаться и будут находить решения. Мы довольно часто сейчас стали практиковать такое себе онлайн-тестовое задание. Это когда мы просто даем человеку какую-то задачу и просим, чтобы он ее решил в процессе собеседования, и просто смотрим, как он подходит, какие способы решения ищет. Даже если он ее не решит, то в процессе за 5-10 минут вы поймете, насколько гибок его мозг и насколько он много вариантов потенциальных решений может сгенерировать. Дальше мы стараемся найти проактивных и решительных людей. То есть мы стараемся как можно больше проактивных вопросов задать об действиях людей в каких-то конкретных ситуациях. То есть вот представьте, если бы сейчас вы пришли в офис, а в офисе нет света, то что бы вы делали в такой ситуации и как человек, насколько проактивно он будет решать эту задачу. То есть будет ли он перекладывать ответственность или просто сидеть ждать, или будет пытаться находить решение этой проблемы и какое количество решений проактивных он сможет вам предложить в процессе собеседования и в процессе ответа на ваши вопросы. Также мы стараемся искать людей отзывчивых и людей, которые способны принимать вызовы. С отзывчивостью все на самом деле довольно просто. Попробуйте спросить у человека, какое последнее доброе дело он делал. И вот если он быстро вспомнит что-то, то значит он достаточно отзывчивый. И в работе с коллегами он тоже будет стараться проявлять поддержку и, в общем, участвовать в решении проблем в команде. Еще очень важно, что я хотел добавить, это то, что мы все время стараемся избавляться от токсичных людей. Я не устаю повторять, что токсики — это на самом деле такой яд в компании, который нам надо все время пытаться быстро определять и быстро от них избавляться, поскольку они отравляют коллективы. Токсика довольно просто определить на собеседовании, я думаю, что многие вы с ними сталкивались, то есть когда человек во всех своих проблемах на предыдущих местах работы обвиняет либо процессы, либо, в общем, ретроградный Меркурий и так далее, либо плохо отзывается о прошлом месте работы и руководстве, менеджменте и так далее, и так далее. Я думаю, намного лучше это все будет. То есть высокая вероятность, что когда он поработает у вас, то же самое произойдет и в вашей компании.
Окей, на этом все. Пишите, какие софт-скиллы вы пытаетесь определить на собеседовании и из чего состоит портрет вашего сотрудника. Пишите в комментариях, я обязательно прочитаю и отвечу. Подписывайтесь и двигаемся дальше. Think something new under sun.